Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 1, the activities of Maharaj Priyavrata, text number 38. Так мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 1, которая называется «Деяния Махараджа Приявраты», и текст 38. Read the word meaning. Читаем пословие значение. Парадевата, Парадевата, Верховной Личности Бога. Верховной Личности Бога. Прасада, Прасада, милости. Абхигата, Адигата, достигнутому. Достигнутому. Атма Пратитьявамаршена, Атма Пратьявамаршана, благодаря самосознанию. Благодаря самосознанию. Ануправритебья, Ануправитевья, во всем следующем ему. Во всем следующем ему. Путребья, Путревья, между своими сыновьями. Между своими сыновьями. Има, Има, эту землю. Эту землю. Ядхадаям, Ятадаям, по праву наследства. По праву наследства. Вибхаджа, Вибаджья, разделив. Разделив. Бхуктабхогам, Буктабогам, подаривший ему столько наслаждений. Подаривший ему столько наслаждений. Ча, Ча, также. Также. Махиши, Махиши, царицу. Царицу. Вритакам Ива, Мритакамева, словно мертвое тело. Словно мертвое тело. Сага, За, вместе. Вместе. Махавибхутим, Мавибхутим, огромное богатство. Огромное богатство. Апахаям, Абахая, оставив. Оставив. Сваям, Сваям, сам. Сам. Нигита, Нехита, полностью. Полностью. Нирведа, Нирведа, отрешенный. Отрешенный. Хриди, Приди. сердце. Сердце. Грита, Прида. принявший. Принявший. Хари, Хари. Верховной Личности Бога. Верховной Личности Бога. Вихара, Вихара, игры. Игры. Анубхава, Анубхава, тот, у кого такой образ мысли. Тот, у кого такой образ мысли. Бхагавата, Бхагаватам, великого святого. Великого Святого. Нарадася, Нарадася, народы. Народа. Падавим, Падавим. положение. Положение. Пуна, Уна. снова. Снова. Эва, Эва. конечно. Конечно. Анушара, Анушара. начал следовать. Начал следовать. Перевод и комментарий Божественной милости. Абачандра и Бхактивиданта Свами. Шрила Прабхупада, ачарья основатель Международного общества сознания Кришны. Шрила Прабхупада. По милости Верховной Личности Бога Махараджа Прияврата, словно очнулся ото сна, все свои земные владения он разделил между послушными ему сыновьями. Полностью избавившись от мирских привязанностей, он расстался с женой, подарившей ему столько наслаждений, и отрекся от огромного процветающего царства. И тогда сердце его очистилось и превратилось в место игр Верховной Личности Бога.
Так Махараджа Прияврата вернулся на путь сознания Кришны и снова, посвятив себя духовной жизни, занял то же самое положение, которого когда-то достиг по благословению великого святого Нарада. Комментарий. По одному из стихов Шикшашники Шичитания Махапрабху провозглашает «Чето дарпана маджанам, пава махадаваги нирвапанам». Когда мы очистим свое сердце, бушующий в нем пожар материальной жизни погаснет. Наше сердце должно быть местом игр Верховной Личности Бога. А это значит, что нам нужно постоянно находиться в сознании Кришны, думать о Кришне, как Он сам нам советует. «Ман-мана бхавамад бхакту мадьяджимам намаскуру». Больше от нас ничего не требуется. Тот, чье сердце нечисто, не способен думать о трансцендентных играх Верховной Личности Бога. Но если человек откроет свое сердце для Верховного Господа, то очень скоро избавится от всех материальных привязанностей. Йоги и гьяни, исповедующие учение Майявады, пытаются отринуть материальный мир. Они говорят «Брахма сатьям джаган митья». Этот мир нереален. Для чего вообще он нужен? Давайте лучше растворимся в Брахмане. Однако подобные теории не принесут нам никакой пользы. Если мы и в самом деле верим, что истина – это Брахман, мы должны поместить в свое сердце лотосные стопы Шри Кришны, как это сделал Махараджа Амбариша. Савай Малах Кришна Падаравин дает. Нужно сделать так, чтобы лотосные стопы Господа навсегда остались в нашем сердце. Тогда мы обретем силу, которая позволит нам разорвать путы материальной жизни. Махараджа Прияврата отказался от процветающего царства. Более того, он расстался со своей прекрасной женой, так, будто ее больше не было в живых. Какой бы красивой жена ни была, когда она умирает, ее тело теряет всякую привлекательность. Люди воспевают красоту женского тела, но когда из этого тела уходит душа, оно уже не может пробудить желание ни в одном мужчине. По милости Господа, Махараджа Прияврата обладал огромной духовной силой. Хотя его красавица жена была жива, он отказался от общения с ней так, словно внезапно овдовел. Шичитания Махапрабху говорил: «Надханам наджанам насундарим, кавитам ва джагадиша камаи, мама джанмани джанмани ишвари, паватат бхакти рагайтуки твои». О всемогущий Господь, мне не нужно ни богатств, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью, бескорыстно служить Тебе. Привязанность к богатству и красивой жене – вот два серьезных препятствия на духовном пути. Говорится, что сохранять эти привязанности еще хуже, чем совершить самоубийство. Поэтому каждый, кто хочет пересечь океан неведения, должен искать милости Кришны, чтобы избавиться от привязанности к женщинам и к деньгам. И когда Махараджа Прияврата полностью избавился от этих привязанностей, он снова смог без помех следовать наставлениям великого мудреца Нарада. Дэн. Просили текст на английском тоже прочитать, есть слушающие на английском. Текст на английском. Maharaj, there are some devotees on Skype. They asking you to read the text in English. Well, it's going to take some time. It's quite a long text. Только текст без комментария. Just the verse translation. Just verse translation. Just the verse translation. Not the purport. No. Okay. Translation. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, Maharaj Priyavrata reawakened to his senses. He divided all his earthly possessions among his obedient sons. He gave up everything, including his wife, with whom he had enjoyed so much sense gratification, and his great and opulent kingdom, and he completely renounced all attachment. His heart, having been cleansed, became a place of pastimes for the Supreme Personality of Godhead. Thus, he was able to return to the path of Krishna consciousness, spiritual life, and resume the position he had attained by the grace of the great saint Narada.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Maharaj Priyavrata, as a young man, was very fortunate. He got the association of Narada Muni, who trained him in spiritual practice. Махараджа Прияврата был очень удачлив, так как еще в юности получил наставление от Нарады Муни, который обучил его следованию духовному пути. However, he was obliged to give up his spiritual practice and go back to material life and take the position of being the ruler of a great kingdom. Но, к сожалению, так уж случилось, что его вынудили оставить духовную практику и приступить к обязанностям царя. But after some time, he was able to also give up that position of being a big ruler. Но через какое-то время ему удалось все-таки оставить это свое положение верховного правителя. And he realized how the material life was not very pleasant. И он смог осознать, что на самом деле материальная жизнь не очень приятна. He realized how he'd become a slave to a beautiful wife. Он осознал, что он превратился в раба своей собственной жены, красавицы. And because of his affection for his wife, he completely forgot about his spiritual practice. И из-за такой глубокой привязанности к своей жене, детям, он практически полностью забыл о своей духовной практике. So later in his life, he could understand the necessity to renounce the world. И уже позже, с возрастом, он смог осознать снова необходимость отречения. So he gave up all of his big position, and he gave up his wealth also. И он оставил свое большое положение, высокое положение и все свои огромные богатства. He divided the kingdom among his sons. И разделил царство между послушными сыновьями. And he also even left his wife, who we're told was very beautiful. И он даже оставил свою жену, которая, как говорится, была очень красива. Because he understood that if he wanted to be successful in his spiritual practice, he has to detach himself from the material. Потому что он осознал, что если он хочет достичь успеха в духовной практике, то ему необходимо стать непривязанным к материи. So we may say, well, you can see the wife also as a spiritual person. Мы можем на это возразить, что можно же смотреть на жену так же, как на духовное существо. You don't have to give up the wife if you can see the wife as being a devotee, as being Krishna conscious. Если вы смотрите на жену как на преданную, на слугу Господа, то нет необходимости ее оставлять. But Maharaj Priyavrata, he considered that he didn't have that vision of his wife. Но Махараджа Прияврата, он проанализировал себя, понял, что у него нет такого. That he thought of his wife as simply being an object for his sense gratification. Он считал, что его жена это лишь объект для его чувственного наслаждения. And so he gave up. И поэтому он ушел. This is what you have to do if you're when you get serious about spiritual practice. Это то, что вы делаете, когда вы решаетесь стать серьезным в отношении своей духовной практики.
Now, at some point in our life, we have to recognize that these relationships are going to come to an end. В какой-то момент нашей жизни мы должны осознать, что этим отношениям мирским придет конец. For some people, the wife will die. У некоторых жена может умереть. But what if you die before the wife? А что если вы умрете еще раньше жены? We die, that means we die, we'll be thinking of the wife. И мы умрем, если мы умрем в таком положении, то мы будем думать о своей жене. Next life, you become a woman. В следующей жизни мы родимся женщиной. Because you'll be thinking, my beautiful wife. То, что будете думать, о, моя прекрасная жена. And Bhagavad Gita says, whatever we remember at the end of life, that will be our destination in the next life. А Бхагавад-гита четко нам говорит о том, что о чем бы ни думал человек в момент смерти, это становится его предназначением в следующей жизни. So if we die before the wife, and there's no guarantee who's going to die first, you don't know. А ведь нет никакой гарантии, кто из нас умрет первым. But if we die before the wife, certainly we'll be thinking of the wife. И если мы умрем раньше нашей жены, то наверняка мы будем думать в момент смерти о своей прекрасной жене. So some people, they will say, well, I'll wait, the wife will die first, let the wife die, and when the wife dies, then I will be more dedicated to spiritual Потому что некоторые люди, они могут говорить и говорят, что я просто подожду, пока моя жена не оставит силы, и потом я уже полностью посвящу себя духовной практике. But then when she dies, then you feel it's very difficult, because then you're on your own. Before you were enjoying the company of the wife, but when she's gone, then you're on your own and you feel difficult. Но тут другие сложности возникают, потому что когда жена умирает, то вы чувствуете глубокое одиночество и разлуку, потому что до этого вы наслаждались комфортом отношений, а теперь вы остались в одиночестве. Just like Srila Prabhupada had a wife and he had children. Как у Шрила Прабхупады, у него была жена и дети. He didn't just have one child. He had 5 children. He had 3 sons. И даже не один ребенок, а 5 детей, 5 детей, и 3 из них сыновья. But he realized he had to give them up. Но в какой-то момент он осознал, что ему необходимо покинуть их. Because they became problem for his Krishna consciousness. Потому что это стало препятствием на его пути сознания Кришны. When the child is young, they'll do what you tell them. You can make them devotees. Пока дети молодые, они делают то, что вы им говорите, и они могут даже играть роль преданных. But gradually they grow up. Но постепенно они вырастают. And then it becomes more and more difficult. И тогда вещи становятся все более и более сложными. The one man who was here yesterday, the disciple of Bhakti-Vaibhav, who was playing harmonium, what's his name? Is that popular? Gauranga Roy. Gauranga Roy. He told me his son, he said he was a devotee up till 13. He said after 13, then I couldn't get him to come anymore. So we stopped chanting. Вчера приходил Gauranga Roy Прабhu, и вот он жаловался, рассказывал, что вот его сын до 13 лет, он был предан, повторял 16 кругов и все такое, а потом как отрезало, и больше он не мог его уже никогда привлечь. He said to me yesterday, he said, if I had known that my children were not going to be devotees, he said, I don't think I would have married. И он сказал тогда, что если бы я заранее знал, что мои дети, они не станут преданными, то я бы, скорее всего, не стал бы жениться. He was thinking, I'll get married, we'll have some children, with children will be nice devotees. Он думал, я женюсь на преданные, у нас будут дети, и они вырастут тоже преданными. But very difficult. Но это все не так просто. They grow up and they have their own ways, even Prabhupada's children, not very good devotees. Что уж говорить о нас, если даже дети Прабхупады, они не стали преданными. A little bit. Немного, Not much. но не серьезно трудно. Difficult to have a Krishna conscious family. Это очень непросто. And especially if the wife is very beautiful. А особенно если жена очень красива. The beautiful wife is the enemy of the man who's trying to become self-realized. Часто говорится, что прекрасная жена – это враг мужчины, который пытается идти по пути самосознания. The more good-looking the woman is, the more we are attached to the woman. Потому что чем прекраснее она выглядит, тем больше мужчина привязывается.
And it makes it very difficult for us to be Krishna conscious. И становится уже сложно думать о Кришне. So that's why Priyavrata separated himself from his wife. Поэтому Махараджа Прияврата, он отстранился от своей жены. He got away from his wife, he got away from his kingdom, he got away from his family. Отрекся от жены, от семьи и от царства. And he got away from all of his wealth. И от всего своего состояния. Because these things are very hard. They're objects of attachment. Потому что эти 4 вещи это как раз очень сильные объекты привязанности. We have some money, we want to enjoy that money. Если у нас есть крупная сумма денег, то нам сразу же хочется как-то ее потратить на чувственное наслаждение. People who have money, they'll invest it, they want to make it more. А если у людей есть много денег, то они их пытаются инвестировать, чтобы получить еще больше. So money is a something which we get very attached to, very much. We don't like to lose it naturally. You have some money, you don't want to lose it. Деньги – это то, к чему мы, естественно, образом очень сильно привязаны. Это очень можно легко проверить, если мы вдруг их теряем, что мы ощущаем. Prabhupada says, if we don't use it for the service of Krishna, he said you may have to use it, you have to pay lawyers or you have to pay doctors. Шри Прабхупада иногда говорил, что если вы не используете деньги в сознании Кришны для служения Господу, то вы будете платить докторам и юристам. You know, you get some money. If we don't use it for the service of Krishna, Maya will find some way to take it. Потому что если мы не задействуем наше богатство в служении Кришне, то Майя найдет так или иначе способ отобрать у нас. And Maya comes in these forms that you get involved in some legal dispute somewhere and you have to pay lawyers. И Майя иногда так проявляется, что человек, например, влипает в какие-то судебные разбирательства, и ему необходимо платить суду или платить адвокату. And lawyers, they get a lot of money. А адвокаты, они дешево не берут. I was in Hong Kong, and there was this one man I know, he said, just a minute, I have to speak to my lawyer. He told me. I went to see this one man, Indian man, businessman, and he said, just give me him, he said, I'm just going to speak to my lawyer. Я был в Гонконге, и там встречался с одним индийским бизнесменом, знакомым, и он мне сказал, подожди, сейчас мне надо поговорить сначала с моим юристом. He said, when I speak to my lawyer, he charges me for every minute. Потому что, подожди, я сейчас разговариваю с юристом, а за каждую минуту разговора с юристом он меня снимает деньги. He said, but every time I call him, he times the call and I pay by the minute. Потому что каждый раз, когда я ему звоню, он включает счетчик, и я по минутам плачу. Not cheap, И не дешево плачу. big money. Очень большие деньги. And you need to spend a lot of money on lawyers. Он тратит огромные деньги на юристов. And then, if you don't pay lawyers, you pay doctors. А если вы юристам не платите, то докторам точно придется платить. Doctors will do some operation, cutting, Доктора, они же любят, знаете, что-нибудь порезать, отрезать. and medicines you have to buy from these doctors. А еще они любят очень много лекарств назначать, не дешевых. Very big money. Огромные деньги. Doctors, you know, you get this one other man I knew in Hong Kong, who's a businessman. He went to get the heart operation. Есть тоже один знакомый в Гонконге, бизнесмен, он как-то решил сделать операцию на сердце. So I asked him, I said, how was the operation? How did everything go? Was it successful? I asked the man, was the operation successful? Я его, когда потом встретил, спросил, как прошло, как операция, успешно прошла? He said, oh, they cut me up to here. Он говорит, не, они мне отрезали практически все вот посюда. He said, they charged me so much money. Они столько с меня содрали. This other man,
he was living in India. He went to America to get operation. А один индус, тоже он отправился в Америку, чтобы там операцию пройти. He went to the #1 hospital in Отправился America, в госпиталь номер 1 в Америке. and he died. И умер там. He went all the way to America to get the operation, and he died. Весь путь проделал через полземного шара, чтобы попасть на операцию в Америку, и там скончался. So people spend a lot of money on these two things. На эти две вещи люди тратят огромное время. If you don't spend your money for Krishna, you spend it for Maya. Если не потратите деньги на Кришну, придется тратить на Майю. Maya will take it in the form of these people. Майя заберет это в форме вот этих вот людей и других. Just like the one guy, one of the Beatles. Do you know George Harrison? He was a Beatle. There was another Beatle called Paul McCartney. Вы знаете, да, группу Beatles, если по именам вы даже знаете, там Джордж Харрисон был из Beatles, а также там был другой знаменитый участник, вокалист Пол Маккартни. So Paul McCartney is one of the richest men in the world. Пол Маккартни, он один из богатейших людей в мире. Very rich guy. Очень богатый парень. He makes a veggie sausage. Он вегетарианец, он выпускает специальные вегетарианские сосиски. And of course he has so many famous songs. You know, he did one song with Michael Jackson, him and Michael Jackson together. У него есть очень много знаменитых песен, он там песни пел с Майклом Джексоном и с другими. So all the time he's getting money. Money's coming into him all the И time. к нему постоянно текут деньги за эти записи. He has millions and millions. У него миллионы долларов. So first wife, he was Linda. Her name was Linda McCartney. She died. Первая его супруга, ее звали Линда Маккартни, она умерла. But then he got involved with this other woman. Но потом он женился на другой девушке. And his kids, you know, he had kids from the first marriage. His kids were telling him, she just wants your money. А его дети от первого брака, они говорили ему: слушай, папа, она просто хочет твои денег. But anyway, he got married. Но так или иначе он все равно женился. And after some time, then the divorce. А через короткое время последовал развод. And when the divorce came, she wanted the money. А когда развод случился, она захотела половину его денег. Big money. She took a lot of money. Огромную сумму она отхватила. He said, oh, I still have some money. Он говорит: ну, мне хоть что-то осталось. But she took so much money. Но она столько денег отправила. So the material world is Это like материальный мир. with money and women are very big problems in the path of self-realization. Деньги, да, и противоположный пол — это огромное препятствие на пути самосознания. And that is why people who are serious about self-realization, they will renounce the world. Поэтому традиционно люди, которые серьезно становились на путь самосознания, они отрекались от материального мира. They will give up the women and they'll give up the money. Они оставляли отношения с женщинами и с деньгами. Okay. You don't have any money, you won't have any woman. Если у вас нет денег, то и женщин у вас тоже не будет. You got to maintain. Потому что женщине необходимо There's no money, содержать. no women to work. А без женщин, без денег, Useless guy. как вы женщин будете держать? Вы будете просто бесполезным неудачником. So Priyavrata got away from these two things. Прияврата Махарадж, он избавился от этих двух вещей. Because he became very serious about making spiritual advancement. Потому что он очень серьезно настроился на духовный прогресс. And he knew that if he keeps money, it will just attract materialistic people. И он понимал, что если я сохраню свое богатство при себе, то это привлечет ко мне материалистов. When you have a lot of money, you people will come. You don't know if they're your friend or not. You don't know what their motive. Когда у вас много денег, то к вам постоянно стекается множество людей. Вы не знаете вообще, с какими мотивами они даже к вам. Pretending to be your friend. Они-то как бы строят из себя ваших друзей. We had this one lady in Malaysia. She was a very rich doctor. В Малайзии была одна женщина, она была очень богатым доктором. But she, you know, in her old age, she was sick and she was on the bed.
Но уже в пожилом возрасте она заболела, и она лежала прикованной к кровати. So she had this woman this other lady was helping her, supposed to be taking care of her. И за ней ухаживала другая женщина, она помогала и ухаживала за ней. But what she was doing, the lady, she was taking care of her, but at the same time she was taking her money, taking the rich lady's money. Secretly or openly? Huh? Openly or secretly? Secretly, without the lady knowing. Она ухаживала за ней, за этой больной, но на самом деле тайком она от нее приворовывала. After some time, then the doctor, she discovered that a lot of her money had gone. Через какое-то время эта больная врач, она обнаружила, что огромная сумма денег пропала. Where did it go? Куда же делась? This lady was supposed to be taking care of it. She'd taken a lot of the money. Девушка, женщина, которая о ней должна была, по идее, заботиться, она все забрала, да? Very common. Это очень распространенный Material world. материальный мир. Everybody's trying to get more money. Все They're хотят thinking money больше is the honey. Есть такая даже поговорка: деньги, money like honey. Деньги, они подобны меду. They do not know Krishna is sweeter than the sweetest honey. Но и такие люди не знают, что Кришна, он слаще самого сладкого меда. So, Chaitanya Mahaprabhu said, Prabhupada quotes Chaitanya Mahaprabhu, Nadanam, I don't want wealth, I don't want followers. В своих Шикшаштаке Господь Чайтанья Махапрабху не молится над Ганам. Я не хочу богатства, над Джанам, я не хочу никаких последователей. What do we want? We simply want devotional. Чего же мы хотим? Просто хотим бескорыстного преданного служения. Prabhupada never worried about money. Прабхупада никогда не беспокоился о деньгах. He went to America with no money. Он отправился в Америку вообще без копейки денег. If you go to America today, they'll ask, how much money have you got? Если отправитесь сейчас в Америку, у вас сразу спросят, сколько у вас с собой денег. They just want to know if you've no money, if you don't have enough money, to go back. Если у вас нет с собой денег, хотя бы на месяц жизни там, то вас сразу попросят обратно. I remember the first time I went, I think I said, I thought I had a lot of money. They said, is that all you've got? The guy was surprised. He said, is that all you've got? Я помню первый раз, когда я поехал в Америку, я думал, у меня с собой нормальная сумма такая, но когда я сказал эту сумму, назвал на границе, они так на меня посмотрели, удивленно сказали, это все, что у тебя есть? Oh, won't last you 2 days. Это ж только на 2 дня тебе хватит. And Prabhupada also came there. What did Prabhupada have? Prabhupada, he sold a set of Bhagavatams on the ship to the captain. Он вообще без денег Прабхупада туда отправился. Единственный день, который он заработал, это с продажи комплекта Шримад Бхагаватам капитану корабля, на котором он плыл, $20. So the captain gave him $20. Капитан дал ему $20. It was the only money he had. Это были все деньги, которые у него были с собой. And Prabhupada said, $20 in America. I said, few hours. А Прабхупада говорил, $20 в Америке, это просто на пару часов. But Prabhupada didn't worry about money. Шрила Прабхупада вообще не переживал по поводу денег. And even like when George Harrison became interested in Krishna consciousness, Prabhupada never asked him for money. И даже когда Джордж Харрисон заинтересовался сознанием Кришны, Шрила Прабхупада не просил у него о деньгах. Prabhupada just preached to him. Прабхупада просто проповедовал ему о сознании Кришны. He just preached the glories of Krishna and the spiritual world. Просто рассказывал ему о славе Кришны и духовной реальности. And then George Harrison, he became convinced, and that's why he bought Bhaktivedanta Manor. И Джордж Харрисон, он сам вдохновился и купил, поэтому пожертвовал Бхактивиданта Манор. George had a big house himself. He was living in a big house with a big garden. У Джорджа у самого был огромный дом, огромный особняк. And Prabhupada went there to visit. He'd invited Prabhupada to his house, so Prabhupada went there to see his house. Джордж Харрисон пригласил Прабхупада как-то к себе в гости. Прабхупада туда отправился, чтобы посмотреть, как он живет. And Prabhupada was telling him, he said, yeah, Krishna has given you this, Krishna gave you fame, Krishna gave you money. Шрила Прабхупада просто говорил ему, да, Кришна тебе дает это богатство, Кришна дает тебе славу, деньги. So Prabhupada was preaching to him about Krishna consciousness, and at the end George said, he said, I want to buy you a big house like this also in London.
И в результате Джордж Харрисон сказал, что Прабхупада, я хочу также вам что-то пожертвовать, такой же дом большой. So I said, the next day practically, George Harrison called up the real estate people and said, I want another house. Like, И буквально на следующий день Джордж позвонил этим риэлторам и сказал, мне нужно, чтобы вы подыскали мне вот такой же дом. and that's the Bhaktivedanta Manor. И так появился Бхактивиданта Манор. Thousands of people come there. Туда тысячи людей сейчас приходят, собираются. That's Krishna acting on people, Так действует Кришна через людей, inspiring them to serve. вдохновляя их на служение. But if we don't serve Krishna, we serve Maya. Но если мы не служим Кришне, то только один вариант остается, будем служить Майя. When we see people working very hard to get money, they want money for their sense gratification. Мы видим, что люди очень тяжело трудятся, по много часов в день. Но для чего? Просто для того, чтобы заработать деньги, потратить их на чувственное наслаждение. And their sense gratification comes with the opposite sex. И эти чувственные наслаждения в основном связаны с противоположным полом. They enjoy the company of the other sex. Чтобы наслаждаться обществом противоположного пола. So in the Vedic culture, there's always segregation between the sexes. Поэтому в ведической культуре всегда существовало разделение между полами. The men will deal with the men, the women will deal with the women. Мужчины обычно общались с мужчинами, а женщины с женщинами. But in the Western society now, you know, men and women are mixed everywhere. Но в западном мире сейчас мужчины и женщины во всех сферах жизни пересекаются. You work in the office, you work, you know, there'll be women, there'll be men. Если вы работаете в офисе, там одновременно с вами будут и женщины, и мужчины. You work in the bank, you work in some place, there's men and there are women. И везде точно так же, в банке, в юго, на заводе. And you associate together, and naturally you get attachments and feelings for each other. И вы общаетесь, а в результате общения неизбежно возникает какая-то привязанность и чувство. And so it's important to try to separate, to minimize the association. Поэтому необходимо сознательно держать дистанцию и минимизировать общение с противоположным полом. The man can associate with his own wife, doesn't associate with other women. Мужчина может без проблем общаться со своей собственной женой, но не с другими женщинами. And gradually you have to give up that association. Но постепенно даже это общение необходимо оставить, прекратить. The Vedic culture is after Grihastha life, then you come to Vanaprastha life. В ведической системе духовного прогресса после грехастхи наступает стадия ванапрастхи. Vanaprastha is from the age of 50. Ванапрастха наступает с возраста 50 лет. The Vedas say Pancha Sordvam Vanam Brajet. From the age of 50, you should go to the forest. Веды говорят, 50 лет ты должен оставить все, уйти в лес. Of course, in Russia you can easily go to forest. Ну, в России лес несложно найти. No, many forests here. Тут лесов хватает. But in the Kali Yuga, we say, go to the Krishna conscious movement. Но в Кали-югу мы можем перефразировать этот афоризм ведический таким образом. Направляйся в храм Хари Кришны. Because it's not very easy to go to the forest. Потому что в лесу сейчас не так просто выжить. So take shelter of the Krishna conscious movement. Поэтому просто примите прибежище в обществе сознания Кришны. And in that way, by coming to Krishna consciousness, then you can minimize the association with the other sex. А развив в себе сознание Кришны, вы естественным образом минимизируете отношения с противоположным полом. And we are constantly hearing also about the importance of spiritual life. Также здесь в обществе преданных мы постоянно слышим о важности, необходимости So Maharaj Priyavrata, he put Krishna in his heart. И вот Махараджа Прияврата, он поместил Кришну в свое сердце. First of all, he cleaned the heart,
and then he put Krishna in its heart. Сперва он очистил его от всех привязанностей и затем поместил в него Кришну. He cleaned the heart by chanting the holy name and by renouncing the material things. Как он очистил свое сердце благодаря воспеванию святого имени и благодаря отреченности. But sometimes you give up material things, sometimes you get some other material thing. Но иногда бывает, что вы отрекаетесь от одного, но привязываетесь к чему-то другому. You give up one house, sometimes you get another house. Можете отречься, оставить один дом, но потом захотите новый дом. Get a house in the Dham. Например, захотите квартиру в Дхаме. Right? You have a house, you give up your material house, you get a house in the Dham. Свой материальный, так называемый дом оставляете, а потом духовный дом в Дхаме приобретаете. You get another house. И вы таким образом привязываетесь к другому дому. So you don't want that to happen. Но мы не хотим, чтобы с нами такое случилось. So you have to put Krishna in your heart. Поэтому в сердце нужно поместить Кришну. Right? Prabhupada is quoting Maharaj Ambarish, how he had Krishna in his heart. Поэтому Шрила Прабхупада часто цитирует, в этом комментарии цитирует Махараджа Амбариша, как он поместил Кришну в свое сердце. Of course, Krishna is in everyone's heart. Конечно, Кришна уже в сердце каждого, But he's covered. но он сокрыт. We've covered Krishna by so many other attachments. Мы покрыли Кришну всевозможными нашими привязанностями. We have to give up these material attachments. Нам необходимо сначала разобраться, расчистить эти все привязанности. And we do that by devotional service, И мы делаем это с помощью преданного служения, by chanting the holy name, с помощью воспевания святого имени, and by constantly hearing and glorifying Krishna, worshipping Krishna. и благодаря регулярному слушанию о Кришне и поклонению Кришне. Just like we're doing this morning, we're doing Arti and Guru Puja, and now discussing Srimad Bhagavatam. Как, например, сегодня утром мы проводили Арати, Гуру Пуджу, теперь Шримад Бхагаватам обсуждаем. And this way there's no, all the material attachments are put aside. И таким образом все наши материальные привязанности, они отступают. Instead it's just Krishna. Остается только Кришна. From Arti, Guru Puja, Tulsi Puja, Bhagavatam, it's all Krishna consciousness. Все эти процессы Арати, Гуру Пуджа, Туси Пуджа, Шримад Бхагаватам, Киртан, все это связано с Кришной, все это осознание Кришны. And this way the heart becomes clean. We keep Krishna in the heart. И таким образом сердце очищается, и мы можем удерживать Кришну в своем сердце. Just like we plant the seeds. When you put the seeds in the ground, you have to water them. Как, например, если вы садоводством занимаетесь, то чтобы вам вырастить что-то, сначала нужно семя посадить в землю и полить его. So we have the seed of devotion in the heart. Подобным же образом у нас уже есть семя преданного служения в нашем сердце. But we have to water that seed through hearing and chanting. Но нам необходимо регулярно поливать его водой слушания и повторения. But when you water the seeds, the weeds will also grow. Но если вы поливаете грядку, то вместе с полезными семенами там также и сорняки начнут расти. You have to know which one is the weed and which one is the plant. И поэтому опытному садоводу необходимо четко знать, что полезное растение, а что сорняк. You can see here all the little tosis growing. Вот здесь вот мы можем видеть прекрасные молодые туси растут. So you have to watch which one is the weed, which one is the plant. И нужно за ними внимательно следить, вдруг там сорняк среди них зачесался. So the same way in the heart, we have things in the heart. Таким же образом в нашем сердце We have seeds. There's a seed of devotion for Krishna. там разные семена уже находятся. Есть семя преданного служения, But there are other seeds in the heart. но есть и другие семена там. There are seeds of desire for material enjoyment. Там также есть семена материальных желаний для чувства наслаждения. Sometimes we want profit, Иногда нам хочется прибыли, we want adoration, признания, we want distinction. славы. These things, these are the very big enemies of our bhakti. И все это является огромными, очень сильными врагами нашего бхакти. We have to recognize which are the weeds, which are the things which are going to stop the growth of devotion. Нам нужно четко уметь различать
эти сорняки, которые мешают росту влияния преданности. So to do that, we need also mercy. You need to pray to Krishna. Но чтобы обрести такую способность различать, нам необходима милость Кришны, и необходимо молиться о такой милости. We need the grace of Lord Krishna to guide us, to distinguish what is right, what is wrong. Нам необходима милость Кришны, чтобы суметь различить, что правильно, а что неправильно, что полезно, что вредно. What is good for my Krishna consciousness? Что благоприятно для моего сознания Кришны. We have to know what is our capability. Также мы должны четко оценивать свои возможности. So, Prabhupada is not saying that everybody has to give up their home. Прабхупада нигде не говорил, что все должны оставить дом. We cannot imitate Priyavrata. Мы не можем имитировать Махараджа Прияврату. You know, we cannot just give up our wife and children. Мы не можем сейчас взять вдруг и оставить свою жену, детей. But we should gradually cultivate detachment from these things. Но, по крайней мере, мы должны постепенно культивировать отрешенность от этих предметов. We have to be very cautious in dealing with these things. И необходимо также с особым вниманием вступать в взаимоотношения с этими объектами. And the way to protect ourselves is by good sadhana. И самый первейший способ защитить себя от дурного влияния всех этих сорняков – это твердая садхана. Just like Bhaktivinoda Thakur, he had a family. Как вот у Бхактивинода Такура, у него была большая семья. His first wife died, he married again. Первая жена его умерла, он второй раз женился. And he had 11 children. У него было 11 детей. But he has written in the Vaishnava songbook, he tells, Yedina grehe bhajana deke greheti golokabaya. Yedina, he said, when I'm at home, in my home, with my family, when I'm worshipping the deity, Yedina grehe bhajana deke, doing my bhajan, he said, then greheti golokabaya, my home becomes a spiritual world. И он в одном из своих сборников песен, он пишет в одной песне этот удивительный стих, где он говорит о том, что когда я в своем собственном доме вместе со своей семьей провожу арати и поклоняюсь Господу, то мой дом превращается в Галоку. So for somebody like Bhaktivinoda Thakur, his home is the spiritual world. Поэтому для такого преданного на уровне Бхактивинода Такура даже его дом становится духовным миром. But if you're like Hiranyakashipu, he was told by Prahlad Maharaj, he said, you should go to the forest. Но если вы как Хираньякашипу, тогда вам не как Бхактивинода, то тогда вам больше подойдет совет Прохлада Махараджа, который он дал Хираньякашипу. Он говорит, папа, тебе лучше в лес уйти. Your home, he said, your home is like the Andakupam, the blind well. Он сказал ему, пап, твой дом, в котором ты живешь, твой дворец, это подобно заброшенному темному колодцу. Greha Andakupam. Гриха Андакупам. For materialistic people who are like Hiranyakashipu, who just want to enjoy sense gratification, then the home is like the blind well. Для таких материалистов, как Хираньякашипу, которые не видят в жизни никакого другого смысла, кроме наслаждения своих чувств, дом и семья – это просто заброшенный темный колодец. So Prahlad Maharaj told his father, go to the forest. И поэтому Прохлада Махарадж дал отцу такой совет: лучше уйди в лес. So you can see the distinction. There's somebody like Bhaktivinoda Thakur and somebody like Hiranyakashipu. Мы должны различать между такими личностями, как Бхактивинода Тхакур и Хираньякашипу. The two extremes. Это два таких экстремальных, противоположных примера. So Priyavrata is a nice example here, how he got entangled in material life, but by the grace of Krishna, he got out of it. А история Махараджа Прияврата – это очень хороший пример для нас того, как человек, хотя и запутался вначале в материальной деятельности, но постепенно по милости Кришны смог вернуться к своей духовной практике.
There's one devotee in Krishna consciousness. There's this one devotee. There's this one Indian man became a devotee. His name was. What was his name? Anyway, this one man, he joined Krishna consciousness late in his life. He was Indian man. Вот есть один преданный, пожилой уже, и он присоединился к обществу сознания Кришны в пожилом возрасте. Забыл его имя, к сожалению. So when he was a young man, he was very religious and he was trained in Sanskrit and learned a lot of Shastra. Когда он еще был молодым человеком, он был благочестивым, религиозным, он изучал санскрит и знал множество шастров. But then he got married and had many children. Потом он женился, завел много детей. And he got involved with family affairs. Погрузился во все эти семейные отношения. But it came time for him to retire, to give up working and everything. The children grew up and he was more free. В какой-то момент все дети уже выросли, ему настало время уйти на пенсию и как-то стал свободнее в жизни. So then he met the devotees. И тогда он встретил преданных. And when he met the devotees, he decided, not immediately, but after some time, he decided to get out from his home. И когда он встретился с преданными, пообщался с ними, не сразу, через какое-то время, он решил, все, ухожу из дома. And he said, it's better that they're asking, where did he go? The family should be asking, where is our father? Where is he gone? И по идее семья должна была спросить, да, где наш отец, куда он ушел? If the father doesn't go, one day the family will be saying to him, when are you going? Поэтому он сказал преданным, пусть лучше они задаются вопросом, куда он ушел от нас, чем через какое-то время, когда я составлюсь, и всех уже замучаю, там, они будут спрашивать, ну когда же ты уйдешь? Because when you get old, you'll just be a burden to the family. Потому что когда вы становитесь немощным стариком, то вы становитесь просто тяжелым бременем на шее своей семьи. And they'll be saying, when are you going? И в какой-то момент они могут вам так сказать или так подумать, ну когда же ты уже уйдешь? So better you get out. And they're saying, oh, where did he go? Поэтому лучше раньше идти самому. Пусть они тогда задаются тогда вопросом, ну куда же ты нас покинул, кого нас оставил, куда ушел? Just like Dhritarashtra, he got out from the house. Прямо как Dhritarashtra, который покинул свой дом. Prabhupada said in the purport, Dhritarashtra's time there was only one Dhritarashtra. In the time of 5,000 years ago, there was only one Dhritarashtra. Прабхупада пишет в комментариях в связи с этим, что 5000 лет назад был только один Dhritarashtra. But today there's a Dhritarashtra in every home. Но теперь по Dhritarashtra в каждой семье есть. People are stuck. Люди застряли и не хотят покидать дом. And they need some Viduras to come and preach to them, to get them out of the house. Поэтому нужны такие, как можно больше таких видур, которые будут приходить в каждый дом и проповедовать им. To free them from the entanglement in material life. Вдохновляя их избавиться от их привязанности к материальной жизни. So Vidura did that. He saved Dhritarashtra. И Видура так и поступил, он спас старого немощного Dhritarashtra. He got Dhritarashtra and his wife to leave the home. Он вдохновил Dhritarashtra и его супругу на то, чтобы они ушли в лес. And Maharaj Yudhishthira is asking, where did they go? А Махараджа Юдхиштира, он как раз эти вопросы задался, куда же они? But Maharaj Yudhishthira understood. He said, oh, I have been cheated by these great souls. Но Махараджа Юдхиштира, он все понял. И тогда он сказал, о, я все понял. Меня обхитрили эти великие души. And Prabhupada said, yes, great souls cheat for a great cause. И Прабхупада пишет в комментарии, да, великие души, они иногда ведут на великий обман, но ради великой цели. And Prabhupada said he also cheated his family. Прабхупада говорит, я тоже обманул свою семью. He got out from the house. Я просто поехал в командировку. He asked his wife, he said, what do you want? You want tea or do you want me? Я как-то спросил свою жену, что тебе больше дорого, я или чай?
His wife would not stop drinking tea. Его жена все никак не прекращала пить чай. So Prabhupada one day asked her, what do you want, tea or me? И Прабхупада поставила такой ультиматум, что ты выбираешь, меня или чай? And she said, oh, I would rather have tea. И она ему сказала, ну, я скорее чай предпочту. So Prabhupada left home. И Прабхупада ушел. He never went back. Не возвращался уже. So that is successful grihastha life. Это семейная, успешная семейная, счастливая семейная жизнь. When you move on Когда вы двигаетесь дальше into the detached. к отвлеченности. Okay, any Хорошо. question? Есть вопросы? Есть вопрос. Я вот думаю, а вот не нагло ли будет ну, в нашей материальной обычной жизни в Кали-юге такой вопрос ребром дома поставить? У меня вот несколько школьников, детей, муж выпивает. И я скажу, или я, или алкоголь. Это и куда я пойду? С детьми? What do you think? I think it will be a little bit Все можно брать. bold if I can come to my house and I have a husband who is drinking sometimes, and I will tell him, choose either me or alcohol. So what do you think? Is it not a little bit bold? Well, man can do this, women cannot. Только мужчина позволит так делать женщине. Woman's position has to stay in the home, Женщины не должны покидать дом, они должны оставаться с детьми. but different for men. Но для мужчин другие наставления. You cannot go out from the house. Вам не нужно дом оставлять. Sorry. Сидите дома. Я рада. Не выгоняй. Сейчас, Скайп. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Вопрос от Юбати Девидаса. Встречались ли вы с кем-нибудь из Битлз? Have you ever met anyone from the Beatles? No, not really. Ну, нет, не совсем. Как они вели себя с Прабхупадой, не было ли, например, высокомерия в их поведении? What was their relationship with Srila Prabhupada? Is there was any So what about the relationship with Srila Prabhupada? How they act with the Srila Prabhupada? Were they a little bit bold or ignorant with him or not? The The Beatles. Beatles. Another one, not George Harrison. Others. Others. Well, I don't know that he met all the others. Ну, я не знаю, насколько он общался с другими битлами. For some time, the devotees were staying in the house of John Lennon. Какое-то время преданные жили в доме Джона Леннона. So Prabhupada met with John Lennon. Прабхупада встречался с Джоном Ленноном. At that time, also he was with Yoko Ono. В то время он жил со своей женой там, с Йоко Оно. And so they met Prabhupada, and they understood Prabhupada was a very great kingly person. И они признавали Шрила Прабхупаду как великую святую личность. And they asked Prabhupada for blessings. И они просили у него благословения. They asked him, please bless us that we can be husband and wife in the next life also. Они как-то спросили его, Шрила Прабхупада, благословите нас, чтобы в следующей жизни мы тоже стали мужем и женой. Prabhupada said, no, Прабхупада сказал, нет, I do not give those blessings. такое благословение я не дам. Okay. Any other question? Как вообще с женщинам быть? Вот если мужчинам, надо принять отречение. Как женщина должна себя вести в этом случае? В семье преданных?
вообще нет, ну, допустим, не преданных вот в материальном мире. So, how should the woman or the woman act if the husband want to take renunciation? Well, you see, if the husband wants to take renunciation, the woman will never approve. Ну, естественным образом, если муж хочет принять отречение, то женщина никогда не одобрит. It's unlikely that any woman will encourage her. Очень маловероятно, что какая-то жена, она будет вдохновлять своего мужа на отречение. Unless she is very devoted. Ну, только если она очень-очень преданная. And there has to be arrangement for the woman. Поэтому необходимо создать определенные условия для женщин. The husband has to arrange for the support of the woman. Он должен все организовать, подготовить, чтобы была поддержка для нее в дальнейшем. Especially if there are children. Особенно если есть дети. То есть женщине нужно стремиться к тому, чтобы мужчина принял отречение. То есть вот это как бы лучшая задача женщины. So, the woman's goal is to encourage the husband to become more renunciant. Yes. Да. Да? Yes. Husband and wife, they should help each other in the path of Krishna consciousness. Муж и жена, они должны помогать и вдохновлять друг друга на пути сознания Кришны. They should encourage each other to control the mind and senses. Они должны вдохновлять друг друга и поддерживать друг друга в деле контроля чувств. They should encourage each other to chant Hare Krishna. Вдохновлять друг друга повторять святые имена. They should they should think of their home like a temple. И они должны думать о своем доме как о храме Господа. And their home, they should invite guests to come. И должны регулярно приглашать гостей к себе домой. And they should preach to them. И проповедовать им. Give them nice prasada Угощать их просадом. and preach to them about Krishna consciousness. Обсуждать сознание Кришны. This is the duty of the grihastas. Это долг любого грехаски. The grihastas, when they cook food, they're supposed to call out, is anybody hungry? Does anybody want some food? Food is ready in our home. Please come and eat. По традиции грехаса, его обязанность, если он приготовил для себя какую-то пищу, то прежде чем поесть, он должен выйти на улицу и громко крикнуть: если кто-то голодный, кто хочет кушать, у меня все готово, заходите. In the grihasta's home, that even if there's a snake, they'll feed the snake. И если даже в доме грехаски поселилась ядовитая змея, то грехаска должен позаботиться о ней и накормить ее. And there are mice and rats and stuff, they'll put some food out for the mouse. И если даже мыши и крысы живут, то тоже должны какую-то пищу для них оставлять. And Prabhupada told how his father had a shop in Calcutta. He was selling cloth. Шрила Прабхупада рассказывал на примере своего отца, у которого был магазин тканей в Калькутте. So every night he'd put a bowl of rice out for the mice. И каждую ночь, уходя и закрывая магазин, он оставлял на полу тарелочку с рисом для мышей. Because if he doesn't feed the mice will eat the cloth. Потому что если он не накормит мышей, то они съедят его ткани. So better just give them some rice to eat. Поэтому проще и дешевле им просто какой-то рис оставить, And then they won't eat the cloth. чтобы они не портили ткань. Even sometimes tigers in the jungle, the saintly persons, they will put food out for the tigers. И даже есть описание того, как мудрецы, которые живут в лесу, в пещерах, они оставляют какую-то еду специально для диких зверей, для тигров. And in this way the tigers will not bother the saintly people who live in the forest. Эти дикие животные не беспокоили этих мудрецов. So grihastas, they're meant to, like that, they're meant to take care of other living entities. Поэтому это обязанность грехаски, он должен заботиться о других живых существах. They're not meant to just, be private. They don't want to keep themselves away from everyone. А не просто пытаться как-то отделиться от всех, от всего мира, от общества и просто
уединенно наслаждаться. The grihastas want to get blessings from others. Грихаст, он обычно хочет получить как можно больше благословения от других. Just like a grihasta couple, they want to have a child. They will ask everyone, please bless us that we can have a child. Например, если пара грихастов, они хотят завести ребенка, то прежде чем это сделать, они просят, собирают у всех благословения. Пожалуйста, благословите нас на зачатие хорошего ребенка. And the generous people will say, yes, may you have a child, may you have a nice child. И обычно люди щедрые, люди благословляют их. Grihastas, they want to get the blessings. И поэтому грихасты, они хотят получить такие благословения, заслужить такие благословения. And they get the blessings by inviting people come to your home and take prasadam. А как получить и заслужить такие благословения? Для этого надо приглашать к себе людей и кормить их. We often get invited to people's homes. They go to do kirtan. Меня часто приглашают в дома разных преданных, они проводят киртан, собирают гостей, угощают их. Someone gets a new house. The first thing they will do in the house, they'll have a program, invite everyone to come. Например, если кто-то построил новый дом, то часто вот особенно в Индии они собирают, приглашают много гостей, проводят большую программу с киртаном, садом. Еще можно скажу? Вот из-за того, что я общаюсь с преданными, у меня иногда возникает чувство, что Вриндаван везде, так вот, как наступит, вот так, и везде я вижу, как Вриндаван. Вот. You know, because of my association with devotees, sometimes I have a feeling that the Vrindavan is everywhere, that the spiritual world is everywhere here. Yeah, it is. Да, так и есть. If you have that vision, Если у вас есть такой вид, you can see everything in relation to Krishna. потому что все можно видеть в связи с Кришной. And Prabhupada said, he said, I may be sitting here in New York, but actually he said, I'm always thinking of Vrindavan. Что Прабхупада говорил своим ученикам, да, я, может быть, сейчас я здесь нахожусь в Нью-Йорке, но на самом деле в своих мыслях я всегда во Вриндаване. So Vrindavan is not just a place on the map, Вриндаван — это не просто точка на карте, but it's the consciousness to enter into Vrindavan. но это состояние сознания, в котором человек может войти во Вриндаван. So chanting every day, hearing about Krishna will help us to keep Vrindavan conscious. И вот регулярное воспевание и слушание Кришны позволит нам постоянно пребывать в сознании Вриндавана. And that will protect us from Maya. А такое сознание защитит нас от майи. If we're always thinking of Krishna, we're thinking of Krishna is not different from Vrindavan. Krishna never goes away from Vrindavan. Если мы думаем о Кришне или мы думаем о Вриндаване, что одно и то же, потому что Кришна никогда не покидает Вриндаван, No Maya can go. тогда никакая майя не сможет проникнуть. Есть еще вопрос. Скажите. One more question on internet. Опять от Ювати Девидаси. Есть ли какие-то случаи, когда жена может уйти от мужа, например, если ей грозит физическое насилие? А продолжение есть вопрос. Сразу висит. Сейчас. Давайте сразу скажи. Даже в семьях преданных есть такие случаи. Старшие обычно не могут помочь или вообще не вмешиваются. Может ли женщина в полицию обратиться к такому случаю? Okay. Another question from Yuvati Chacha Devidasi. So, is there some occasion or case when the women can renounce the home and leave the husband and family? For example, sometimes there is abuse or physical violence in the family. So, in this case, is it possible for women to leave? Because there is even in a family of devotees such things going on sometimes, and senior devotees do not intervene or do not interact. So, what should we do? Можно обратиться в полицию. Or and can the wife go to the police and in such case?
Well, in Chaitanya Charitamrita we have a pastime. Sarvabhauma Bhattacharya had one daughter, and she was married to another man called Amoga. Ну, в Чаритамрите есть история подобная. Там описывается история Сарвабхаума Бхаттачарьи. И у него была дочь, а ее мужа, то есть его зятя, звали Амокха. So this son-in-law, this man Amoga, he was a Brahmin, but he was proud and he did not appreciate Lord Chaitanya Mahaprabhu. Этот Амокха, он был браманом, образованным, но при этом очень гордым и совсем не признавал положение Чайтаньи Махапрабху и не уважал его. So it happened that on one occasion, Sarvabhauma Bhattacharya had asked Lord Chaitanya to come and take prasadam at his home. И вот как-то раз Сарвабхаума Бхаттачарья захотел пригласить к себе домой Чайтанью Махапрабху и накормить его замечательным просадом. And they prepared a big feast for him. И он приготовил удивительный, огромный пир со своей женой. So this son-in-law, this boy Amoga, he came and he said, "Oh, just look, he's supposed to be a sannyasi and he's eating so much." И когда уже Господь Чайтанья приготовился из любви к Сарвабхауме Бхаттачарье почтить то, что он приготовил, в этот момент туда вошел этот Амокха, и он посмотрел на всю эту картину, на это огромное количество блюд. Когда Чайтанья Махапрабху сказал: "О, да здесь достаточно, чтобы целую деревню накормить, а он же саньяси, он же должен быть, по идее, отреченным." So Sarvabhauma Bhattacharya heard the boy say this. He was very angry and he chased after him with a stick. И когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он услышал эти оскорбления из уст своего зятя, он так плохо себя почувствовал, так разгневался, что он схватил палку и погнался за ним. He said, "I invited Lord Chaitanya to come to my home and you have insulted him." Я пригласил к себе домой самого Господа Чайтанью, а ты оскорбляешь его в моем доме. But the boy ran away. Ну, парень был моложе, и поэтому ему удалось убежать. Sarvabhauma Bhattacharya was an old man. He could Сарвабхаума not catch. Бхаттачарья был стариком. So he said, "Tell my daughter that she is now a widow." И тогда, вернувшись домой, он в сердцах сказал своей жене: "Передай моей дочке, что с этого момента она вдова." Because if the husband is not in Krishna consciousness, Потому что ее муж оскорбитель, не обладает сознанием Кришны. she give him up. Пусть она его тут же оставит. That was the pastime. Такая лива описывается. Of course, what happened was the Amoga, well, he got, because of his offense, he got cholera. Но что дальше было? Амокха из-за своего сурового оскорбления он заболел тяжелой холерой. And he was very sick, very ill, he was dying. И он лежал, уже практически умирал. But Lord Chaitanya came there. И туда пришел Господь Чайтанья. And Lord Chaitanya put his hand on his heart and said, "Don't keep envy in your heart." И Господь Чайтанья положил руку на его сердце и сказал: "Амокха, ты же брахман, не пускай эту зависть в свое сердце. Give up all your pride. Оставь свою гордыню." And in this way, by the touch of Lord Chaitanya's hand, the man was cured. И благодаря прикосновению Господа Чайтаньи Амокха исцелился And Amoga became a humble devotee. и стал смиренным преданным. But the initial response from the father was, "My son is now a widow." Ну, изначальной реакцией отца было: "Все, теперь моя дочь вдова." But she was saved. Но She got her husband back. Господь Чайтанья спас ее семейную жизнь. So that's the choice. Так что есть выбор. Она же спрашивает про А полицию. полиция, what about police? Should women go to police? Go to police. To police. Who? Women go Women. to police to bring her husband to court or to jail. Well, I don't know. That if she can leave it to Krishna, Krishna will take care.
Ну, я не знаю, если честно. Она может оставить это на усмотрение Кришны. Кришна заботится. The laws of karma are very fine. Законы кармы, они очень строги сами по себе. So if somebody has done something against the laws of karma, they will suffer. Если кто-то нарушает законы кармы, то он будет страдать. We get reaction. Он получит реакцию. You do something wrong, you'll get the reaction. Если ведете себя неправильно, то получаете реакцию. You'll be punished for it Будете наказаны by the material nature. по закону материальной природы. Okay? Хорошо. Hare Krishna. Кришна. Shri Prabhupada ki Jai. Sorry. Его милость Бхактивиги Винушна Синха Махараджки. Shri Prabhupada ki